Вроде бы совсем недавно одной из самых популярных и самых неистовых экоактивисток планеты трудилась девочка Грета Тунберг. О ее выходках и в то же время встречах с крупными общественными и политическими деятелями рассказы шли из каждого утюга. Понятно, что девочка была хорошо управляемой. Ее голосом озвучивались интересы весьма серьезной публики, стоявшей за ее спиной. Интересов было много и разных, но один из самых популярных – борьба за всенепременную декарбонизацию, за отказ от угля, который должен был стать повсеместным и всеохватным. В 2021 году почти синхронно о решении к 2060 году выйти на углеродную нейтральность заявили Россия и Китай. Индия в такие жесткие рамки укладываться не намерена. Господин Моди говорит о таком же достижении к 2070 году. В связи с этим многие зеленоватые аналитические агентства и эксперты заговорили о том, что вот-вот, со дня на день, объемы добычи и потребления угля сначала выйдут на некое плато, а после стремительным домкратом обрушатся вниз. В Индии, особенно в Китае, гигантскими темпами растет установленная мощность солнечных и ветровых электростанций. Китай модернизирует старые угольные электростанции и строит новые по ультрасверхкритическим технологиям. Так что крах угля не менее неизбежен, чем крах империализма. Это лирика. А вот алгебра. Данные по объемам добычи по оценкам Energy Institute. Итоги 2025 года все еще не подвели. Но даже МЭА, известная своей антипатией к любым углеводородам, соглашается с тем, что рост продолжится. А как же декарбонизация? Выработка электроэнергии на ВИЭ, на гидроэлектростанциях, атомных электростанциях в том же Китае действительно растет. Это факт. А добыча угля снижаться не желает. Поскольку Китай добывает более 50% всего угля на планете, давайте на него взглянем отдельно. Понятно, что общий объем выработки электроэнергии в стране, где про охлаждение экономики никто ничего не понимает, растет темпами, которые для России были бы сверхрекордными. Но только ли в этом дело? Да вовсе нет. В 2020 году общее потребление угля китайскими предприятиями углехимии составляло около 240 миллионов тонн. Оценка 2025 года – 415 миллионов тонн. Китайская углехимия – это производство из угля, синтез газа, жидких топлив, синтетического природного газа, метана, метанола, олефинов, аммиака и всей цепочки азотных удобрений, каменноугольной смолы, бензола, карбида кальция и такое новое направление, как производство водорода. Все перечисленное – промежуточные продукты. Дальнейшая, еще более глубокая переработка – это уже сотни и даже тысячи конечных продуктов. Другими словами, уголь, потихоньку вытесняемый из электрогенерации, год за годом все активнее используется как химическое сырье. Китай не останавливается в развитии этого направления. Идет реализация интегрированных мегапроцессов, гигантских производств, на которых одновременно идет переработка по всем перечисленным направлениям. Понимая, что подзадержалась, в том же направлении намерена стартовать Индия. Уже заявлен государственный инвестиционный проект, который предусматривает ежегодное производство из 75 миллионов тонн угля порядка 35 миллиардов кубометров синтетического природного газа. Наш южный сосед, Казахстан, буквально только что, в июне 2026 года, правительство утвердило карту развития химической переработки угля. Сразу 6 проектов. Разрабатывается технико-экономическое обоснование таких же проектов в Монголии. И сейчас попробую сформулировать максимально корректно. В России отсутствуют крупные специализированные углехимические комплексы, для которых уголь является основным химическим сырьем. А выпуск химической продукции – основной целью проекта. Наши металлургические холдинги «Северсталь», «Мечел», другие умеют производить из коксующегося угля металлургический кокс и активно идут в использование сопутствующих продуктов. Переработка каменноугольной смолы, производство бензольной продукции, углеродных материалов – это уже есть и развивается. Но основная цель деятельности металлургов все та же – сталь, что совершенно естественно и логично. Тоже, но другими словами. Российская углехимия до сих пор остается приложением к металлургии, а не самостоятельной отраслью. Но вот эти размышления предлагаю считать условным анонсом будущих передач, а сегодня хочется зафиксировать нечто иное. Уголь с нами надолго, поскольку его физические и химические свойства позволяют экономически целесообразно использовать его в качестве химического сырья. Нелепые мечтания о том, что его добыча прекратится в ближайшие годы, не бьют с реальностью, ровно так же, как и все мифы о завершении эры нефти и газа. Снижение объемов добычи? Да, возможно, если на замену угля будет приходить уран, вода и солнце с ветром.
Но страны, обладающие значительными ресурсами угля, у нас на глазах все активнее используют его в совершенно других отраслях. Это совершенно нормально. Есть нефть, есть нефтехимия, есть газ, есть и газоперерабатывающие заводы, газохимические комплексы. Уголь, он, конечно, черный и твердый, но его основной химический элемент все тот же углерод. Потому развитие угольной химии не исключение, а общая тенденция. Сегодня именно об этом. А размышления о том, какие перспективы получают те же угольные китайские провинции, уходя от принципа «добыл, стряхнул пустую породу, отправил в топку», какими могут стать варианты развития наших с вами угольных моногородов в продолжении темы. То, что уголь позволяет производить целый ассортимент химической продукции, прямое следствие того, что, как и нефть с природным газом, он является результатом природного преобразования древних углеводородов. Отличие, по большому счету, ровно одно. Нефть и газ образовались из остатков водных растений, планктона и водорослей. А уголь – это остатки высших растений, в составе которых имелся лигнин – природное клеящееся вещество. Если сравнивать дерево с созданием, то целлюлоза – это арматура, лигнин – бетон. То же самое на языке химиков. Исходный материал для формирования угля богат структурными полимерами – целлюлозой и лигнином, которые обеспечивают поликонденсированный углеродный каркас. Планета Земля, как известно, образовалась около 4,5 миллиардов лет тому назад. По-моему, со столь глубокого прошлого даже питерские юристы рассказ не начинают. Профессиональные геологи сейчас просто обязаны потребовать более подробного рассказа, чтобы я щеголял с экрана разными умными словами, которыми они нарекли отдельные геологические периоды и эры. Таблицу надо бы разноцветную продемонстрировать. Катархей, архей, протерозой. Очень интересно. Но больше для тех, кому интересна геология как наука. А я сегодня про уголь. Поэтому проскакиваем сразу до эона, который называют фанерозой, который начался совсем недавно, приблизительно 541 миллион лет назад, и в котором мы с вами, собственно говоря, и живем. Фанерозойский эон подразделяют на 3 геологических эры – палеозой, мезозой и кайнозой. Подразделение на этом не заканчивается. Каждая эра состоит из периодов. Вот и остановимся на том из них, который нам сегодня нужен. Часто используют его сокращенное название – карбон. Но не вижу повода стесняться того, что полное его название звучит как каменноугольный период. Начался он около 359 миллионов лет назад, завершился около 300 лет назад. Так что не надо бояться того, что я решу перебрать все 4,5 миллиарда лет биографии нашей с вами планеты. 59 миллионов лет – не срок. Любой приличный геолог вам это подтвердит. В режиме капитана очевидность. Каменноугольный период назван именно так, потому что в этот период, в котором углеобразование было самым интенсивным. Это не означает, что уголь не формировался до него, и не означает того, что его формирование завершилось окончательно и бесповоротно. Где-то в недрах матушки Земли он и сейчас потихоньку созревает. Но каменноугольный период лучший. Углефикация в это время была максимальной. Для начала, четко установленный геологами факт того, что поверхность Земли отличалась от ее нынешнего состояния самым кардинальным образом. Около 335 миллионов лет назад, то есть как раз во время каменноугольного периода, движение тектонических плит привело к созданию последнего в истории Земли суперконтинента – Пангея. Первый этап ее формирования – формирование континента Лаврусия, другое название Евроамерика, которое произошло после столкновения и слияния североамериканской платформы с древним континентом Балтикой и с микроконтинентом Авалонией. Затем с юга к будущей Пангеи придрейфовала Гондвана, и уже после окончания каменноугольного периода, около 250 миллионов лет назад, к ней пристыковалось еще 2 континента – Казахстания и Сибирь. Но нас интересует именно каменноугольный период, поэтому предлагаю оценить карту поверхности Земли чуть ранее, около 310 миллионов лет тому назад. На местах сочленения тектонических плит выросли горные системы, фрагменты которых сегодня находятся в Апалачах, на юге Европы и на северо-западе Африки. Название Пангея собрано из 2 греческих слов. «Пан» – весь, «гея» – земля. Какое это отношение имеет к углю? Да самое прямое. И про образование горных систем я тоже не просто так пару слов сказал. Но давайте по порядку. Экваториальный пояс Пангеи, будущее, Северная Америка, Западная Европа и часть Сибири, был тропическим, жарким и влажным. Обширные болота, дельта огромных рек, лагуны, заболоченная низменность и при этом содержание кислорода в атмосфере 35% против нынешних 21%. Растительность произрастала с неимоверной скоростью.
Ее основные представители – половновидные деревья, сигелярии, гигантские до 70 метров хвощи и прочие древовидные папоротники. Приблизительно вот так. Жизнь у всей этой растительности была интересная, но короткая. Как рост, так и отмирание происходили значительно быстрее, чем в наше время. В переувлажненных условиях, когда растительные остатки поступают быстрее, чем успевают разлагаться, начинается процесс торфообразования. Этапы. Болото зарастает мхами, травами, кустарниками, деревьями. Отмирающие растения поступают ежегодно. Из-за избытка воды и нехватки кислорода микроорганизмы, отвечающие за разложение, работают медленнее. Весь объем органики им разложить просто не удается. За тысячи лет накапливается слой полуразложившейся древесной массы – торф. Торф – это природный склад растительных остатков, образовавшийся потому, что болото консервирует органику быстрее, чем природа успевает ее перерабатывать. Торф образуется и сейчас, в наше время. Торфообразование – совершенно современный и непрерывный процесс. Типичная скорость накопления от половинки до 1 мм в год, если речь о России с нашим прохладным климатом. В тропиках процессы идут быстрее. По сравнению с карбоном, с каменноугольным периодом, отличие только в масштабах, поскольку 300 миллионов лет тому назад процесс торфообразования шел одновременно во всем тропическом поясе Пангеи, то есть на миллионах квадратных километров. Если подходить со всей научной строгостью, то торф – это неископаемый, поскольку он постоянно производится планетой. Прежде чем говорить о процессе углефикации, предлагаю остановиться на торфе и на болотах чуть подробнее. Крупнейшая болотная система современности – западно-сибирские болота, оно же Васюганские болота, общей площадью около 600-700 тысяч квадратных километров, то есть больше площади любой европейской страны. Здесь же крупнейший запас топлива на планете и, следовательно, одна из важнейших природных систем накопления углерода. Но болота и торфяники бывают разными. Например, в центральной котловине Конго тропические болота и тропические торфяники общей площадью почти 145 тысяч квадратных километров. В верхнем течении Белого Нила на территории Южного Судана болотная система Судд. Папирусовое болото общей площадью от 30 до 60 тысяч квадратных километров, поскольку она сильно зависит от количества ежегодных осадков. Пантанал на западе Бразилии площадью около 150 тысяч квадратных километров. Это и вовсе сезонно затапливаемая равнина. Тут торфа и в помине нет. Крупнейшее болото классического, так скажем, типа за пределами России – гудзоновой низменности в Штатах – 300 тысяч квадратов заболоченных земель. Если про европейскую часть России, то тут крупнейшим считается Полистово-Ловодская болотная система на стыке Новгородской и Псковской областей под 1500 квадратных километров. Относятся к этим болотам и к накопленному в них торфу очень по-разному. Мы в России вот просто никак. Но позволю себе напомнить, Россия входит в союзное государство, второй составляющей которого является братская Белоруссия. Белоруссия, на территории которой крупных болот нет, а вот малые и средние занимают площадью 24-25 тысяч квадратных километров. Напомню, что общая площадь республики 207 тысяч квадратных километров, то есть заболочено более 12% ее территории. И вот тут отношение к торфу куда как более хозяйское. Давайте уж вещи своими именами называть. 25 тысяч квадратных километров болот Белоруссии – это, конечно, всего лишь остатки былой роскоши, поскольку в советские времена мелиорация была развита просто замечательно, благодаря чему болот стало меньше, а сельскохозяйственной земли куда как больше. Но болота не осушили целиком и полностью, и на это есть серьезная причина. Болота питают малые реки. Болота принимают на себя и в себя излишки воды во время весеннего половодья. От них зависит уровень грунтовых вод, потому полное осушение крупных массивов резко повышает пожароопасность. Список можно продолжать. Но и разрастаться болотам в Белоруссии тоже не дают. Специалисты изучили их характер, чтобы вести точечное освоение. Торфодобыча не прекращается. Ее уверенно ведут в Минской, Брестской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Применений для торфа много. Основные известны. В качестве топлива для местных котельных и даже небольших ТЭЦ, в качестве субстратов и торфогрунтов в сельском хозяйстве. А теперь еще и в качестве химического сырья. Для тепловой энергетики торф режут, сушат, фрезеруют и прессуют в брикеты или в гранулы. Поскольку в Беларуси налажено производство еще и древесных пеллет, торфяную крошку добавляют и в них. Пока прибалтийские власти сохраняли хотя бы признаки разума и не перекрывали границу с Белоруссией наглухо, частных покупателей таких белорусских пеллет из Литвы, Латвии, Польши тут было полным-полно. Применение в качестве топлива для котельных и ТЭЦ сугубо локальное, поскольку теплотворная способность торфа, мягко будет сказано, оставляет желать. Она так раза в 2-3 ниже, чем у угля.
Но торф продолжают использовать, поскольку удобно. Торф жгут для того, чтобы торф сушить, чтобы обеспечивать запросы со стороны аграриев. Сохранены государственные и появились акционерные торфозаводы «Дитва», «Брасловский» и другие. Технологические линии в наличии, как и все необходимые запчасти и прочее, обеспечивают машиностроительные участки при объединении Белтопгаз, Белтопэнерго. Единственное, что не производится на месте, так это трактора для резки торфа. Везут из Европы, адаптируют под свои условия, вот и вся недолго. Останавливаться белорусы не намерены. Торфяные грунты для теплиц, субстраты для рассады, улучшители почв востребованы в Беларуси и в России. Их ухищряются покупать европейские страны, несмотря на все препоны. Химическое направление базируется на фильтрующих свойствах торфа. Он достаточно легко и очень уверенно поглощает нефтепродукты, сорбирует тяжелые металлы, фильтрует всевозможные сточные воды и так далее. Поскольку отрасли придано государственное значение, белорусы продвигают собственные лечебные грязи, аппликации в санаториях, используют уже и в бальнеологии, ищут и находят применение в фармакологии для извлекаемых из торфа гуминовых и фульвокислот. А мы? Там, где торф хоть в каких-то объемах продолжает добываться, сельскохозяйственное использование, в том числе и в качестве подстилки для скота. И пока, собственно, все. При этом по южную сторону границ России страны, которые могут похвастаться горами, пустынями, полупустынями, которые в комплекте с растущим населением продовольственный вопрос будет делать с каждым годом все более острым. Я позволю себе процитировать небольшую заметку в отраслевом СМИ «Энергетика и промышленность России», опубликованную 15 апреля сего года. Росгидро может стать оператором экспорта торфа из России. Компания уже прорабатывает это направление. В пресс-службе подчеркнули, что торф – возобновляемое ископаемое, ценное удобрение и источник энергии, которым богата страна, пишут «Известия». Реализация инициативы даст России дополнительные объемы валютной выручки, а самой компании – ресурс для развития гидроэнергетики. Кроме того, проект имеет стратегическое значение для возрождения фактически утраченной торфяной отрасли в стране. В Минэнерго России подтвердили, что вопрос находится в стадии межведомственной проработки. К обсуждению подключены заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и представители отрасли. Интерес зарубежных контрагентов к российскому торфу создает хороший экспортный потенциал для запуска проекта. Правда, после этого нигде больше эта информация по этому поводу не появлялась. Но приятно уже то, что хоть кто-то о торфе задумался и даже заговорил вслух. Мое сугубо личное мнение. Если по этому направлению кооперироваться с белорусскими специалистами, дело пойдет. Они научились рассчитывать режимы функционирования болотных систем, их влияние на грунтовые воды и на реки, умеют рассчитывать режимы точечного воздействия на болотные территории. Помимо всех экологических проблем, которые решаются при таком подходе, помимо вовлечения торфа в хозяйственный оборот, решается еще одна задача. Она вполне традиционна для любых заболоченных территорий. Вовлечение самих этих территорий в тот самый хозяйственный оборот, причем далеко не только сельскохозяйственный. К примеру, на глубинах порядка 190-220 метров под частью территории гигантского Васюганского болотного массива геологи уже достаточно давно обнаружили Бочкарское железорудное месторождение, ресурс которого оценивается в 34 миллиарда тонн. И это минимальная оценка. Да, конечно, запасов Курской магнитной аномалии пока вполне достаточно, но они не бесконечны. Так отчего бы не изучить потенциал Западной Сибири с этой точки зрения на долгосрочную перспективу? Васюган-Бокчарская железорудная зона действительно содержит десятки миллиардов тонн железорудных ресурсов. Но их промышленное освоение – это не вопрос наличия, а вопрос технологий, экономики и допустимости вмешательства в болотную систему. И поэтому любые разговоры о реализации должны начинаться с аккуратной геолого-технологической оценки, а не с экстраполяции цифр в бизнес-модель. Основная проблема – грунты, по которым на сегодня невозможно проложить какие бы то ни было дороги, как и обустроить любую другую инфраструктуру. Работа с торфом, да, отдаленная, но не исключено, что совершенно реальная перспектива. И Бочкара – это просто один пример, поскольку геологи уверены, что на территории Васюганской болотной системы обязательно будут найдены месторождения нефти и природного газа. Стоит помнить о том, что это территория Западной Сибири, нашей углеводородной жительницы и здравницы. Вот только как в болотных условиях всерьез заниматься геологоразведкой? Собственно, на торфе я остановился по двум причинам. Одну постарался описать более-менее подробно. Его ресурсы в России имеются в огромных объемах, и то, что эта отрасль за последние десятилетия ушла в прошлое, мягко скажем, не было оптимальным решением.
Я мало что понимаю в вопросах демографии, но даже будучи полным дилетантом, подозреваю, что многочисленные разговоры о излишней концентрации нашего населения в крупных городах пора превращать хотя бы в небольшие реальные проекты. Население наших приграничных, Псковщины и Новгородщины, не вчера начало снижаться, а еще при советской власти. А потому любые рабочие места здесь лишними точно не будут. Почему я прямо из Сибири метнулся на запад? Да потому что это к Белоруссии поближе. А без соучастия ее специалистов мы нашу торфяную промышленность будем восстанавливать долго и мучительно. Опыт Белоруссии нужно учиться использовать и применять. Оптимально начинать делать это там, где климат и геология максимально сходны с нашими болотными просторами. Ну, на этом, пожалуй, тему торфа и закончу. Надежда на то, что подтянутся те, кому это интересно, и кто глубже разбирается в этой теме. А мы возвращаемся в теплые болота экваториального пояса Пандеи каменноугольного периода. Еще раз напоминаю, что речь будет идти о геологическом времени. Это когда десяток-другой миллионов лет пустяки, дело житейское. Прекрасный мультфильм был, между прочим, «Приключения Винни-Пуха», по мотивам которого немало анекдотов ходит. В том числе и про пятачка, который внезапно в Англию переезжать собрался, поскольку... Ну, вот какие у меня тут перспективы? Ну, максимум тушенка, а там я беконом стану. Вот какие перспективы у обычного болота в наше время? Ну, за пару тысяч лет, если повезет, 2 метра торфа образуется. А в каменноугольном периоде, протяженностью, напомню, около 70 миллионов лет, все было иначе. Давайте варианты прикинем. Первый, самый спокойный, когда накопление торфа продолжалось сотни тысяч лет при одновременном неторопливом, совпадающим темпом тектоническом прогибе этого бассейна. Продолжает поступать отмирающая древесина, поверх массы которой по-прежнему остается слой воды, перекрывающий доступ к кислороду. С годами метр за метром становится толще слой торфа, который столь же неторопливо опускается все глубже. И в нашем славном будущем мы находим в таких местах многометровые пласты угля. Но такой спокойный характер торфообразования не единственный вариант и далеко не самый распространенный. Рядом с теми доисторическими болотами текли реки, некоторые весьма крупные. И, как и в наше время, во время дождевых периодов они выходили из берегов, затапливая болото и неся с собой песок и глину, слоями укладывая их поверх торфа. Реки меняли свое течение, и результат порой получался точно таким же. Слои песка, глины, других осадочных материалов поверх слоя торфа. Но такие приключения не разрушали болотные системы, и после разгула речной стихии все снова возвращалось на круги своя. Растительность отмирала быстрее, чем природные условия того времени успевали ее разлагать целиком и полностью. Торфообразование начиналось снова и снова. И в наше время геологи в поисках угля находят результаты таких сценариев. Пласт угля, пласт пустой породы, снова пласт угля и снова пласт пустой породы. Но и это не все. Мы ведь рассуждаем о геологических отрезках времени, потому был еще один вариант – море. Менялась береговая линия, море наступало на сушу, в том числе и на болото, принося с собой поверх пласта торфа уже морские глины, песок и известняк. Важно, что и в речном, и в морском сценариях неизменным оставалось перекрытие доступа кислорода к торфу, то есть его разложение по-прежнему было невозможным. Проходили сотни тысяч лет. Моря успевали как покуситься на сушу и болото, так и вновь отступить, дав возможность болоту вернуться в режим торфообразования. Результат понятен. Слой угля, слой морских осадочных пород, слой торфа. И, разумеется, все перечисленные сценарии могли комбинироваться между собой в каком угодно порядке. Период спокойного прогибания сменялся речными приключениями и новыми периодами накопления торфа. Вслед за этим приходило и уходило море и так далее. На описание всего этого уходят минуты. Но не забываем, в реальной биографии планеты Земля проходили сотни тысяч и миллионы лет. Про планету я сейчас не просто так припомнил. Чрезвычайно важную роль в углеобразовании имеет температура ядра. Чем глубже в недра, тем выше температура. Этот эффект хорошо известен и изучен в глубоких шахтах. В среднем на каждый километр рост температуры составляет от 25 до 30 градусов. Этого достаточно, чтобы условия, в которых шло образование торфа, изменилось кардинальным образом. Для торфообразования, напомню, необходимо, чтобы новые поступления отмирающей растительности шли быстрее, чем природные условия успевали полностью их разложить. И второе условие – отсутствие кислорода, поскольку его наличие в результате химических реакций превратит всю растительность в углекислый газ. Растения создают органику из углекислого газа и воды за счет фотосинтеза. Если кислород по-прежнему присутствует, запускается обратный процесс. Итог – теплая водичка и углекислый газ. Не более того.
Но сначала вода на поверхности болота, а потом слои осадочных пород не допускают кислород к торфу. И это главное условие для вступающего в свои права процесса углеобразования. Что еще необходимо? Логика подсказывает, что осадочные породы и новые слои торфа наращивают давление на нижние слои. Потому список необходимых условий для образования угля выглядит следующим образом. Первое – изоляция от кислорода. Второе – захоронение под осадками. Третье – рост давления. Четвертое – рост температуры. И еще один важнейший компонент – геологическое время, в течение которого эти 4 условия остаются в наличии. Торфу, чтобы стать углем, нужно быть погребенным без доступа кислорода, а затем миллионы лет находиться под давлением и при повышенной температуре. Каменноугольный период длился около 60 миллионов лет, в течение которого продолжалось формирование суперматерика Пангея. Где именно активнее всего шло углеобразование? Логика подсказывает, там, где было теплее, там, где были тропики. Давайте еще разок посмотрим, как выглядела Пангея в каменноугольный период. Вдоль экватора располагались гигантские заболоченные низменности с теплым и влажным климатом. Сегодня эти территории разъехались по разным континентам, но следы древних болот каменноугольного периода, карбона, сохранились в крупнейших угольных бассейнах мира. Северная Америка, современный Апалачский район, Иллинойский бассейн, часть внутренних штатов США. Европа, британские угольные бассейны, угольные районы Бельгии, Рурский район в Германии, Верхнесилезский район в Чехии и в Польше, Львовско-Волынский бассейн, Донецкий и Печорский бассейны, хотя история Печорского бассейна стоит несколько особняком. Если нанести на карту мира крупнейшие угольные бассейны Северной Америки, Европы и Восточной Европы, а затем мысленно закрыть Атлантический океан, они почти выстроятся в единую цепочку. Это след гигантского пояса болот, который тянулся через экваториальную часть Пангеи более 300 миллионов лет назад. Удивлены тому, что я не упомянул наши российские месторождения восточнее Урала? Дело в том, что углеобразование не закончилось вместе с каменноугольным периодом. Оно просто стало менее интенсивным. Но продолжалось и в течение Пермского периода, который сменил карбон. В соответствии с современной геохронологической шкалой, Пермский период, последний в палеозойской эре, начался 299 миллионов лет тому назад и завершился через 47 миллионов лет, то есть около 250 миллионов лет назад. На протяжении Пермского периода завершалось формирование единого сверхматерика Пангея. Его основная масса сформировалась во время каменноугольного периода. Давайте перечислю, что входило в состав Пангеи на этот момент. Соединились в единое целое материки, которые геологи назвали Лаврусией и Гондваной, которые состояли из следующих составных частей. Лаврусия – это современная Северная Америка, Гренландия, значительная часть Европы, материк Балтика и восточноевропейская платформа. Гондвана – это современная Южная Америка, Африка, Антарктида, Австралия, Индия, Аравия и Мадагаскар. Вот все это было единым целым. Моря и океаны, которые в наше время разделяют эти континенты, возникли куда как позже. Подозреваю, что у вас, уважаемые зрители и слушатели, как и у меня, сейчас немного вскипают мозги. Но для геологов это в обычном порядке вещей. В экваториальный угольный пояс Пангеи каменноугольного периода входили восток США, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Голландия, север Франции, запад и центр Германии, Польша, Чехия, Украина, европейская часть России, северная часть современной Африки, юго-восток Северной Америки и часть современной Мексики. Но главное угольное болото карбона, из которых выросли классические угольные бассейны мира, сосредоточено в поясе, который для красивости обозначу стрелочками. С геологической точки зрения, месторождение этого пояса – это не набор каких-то случайностей, а фрагменты одного древнего мира, который позже был разорван на отдельные части с распадом Пангеи. Несколько особое положение у Печорского бассейна. В каменноугольном периоде он располагался куда как южнее, но не так близко к экватору, как тропический Донбасс. Поэтому его основная угленосная толща сформировалась в позднем Карбоне и в ранней Перми. То есть там присутствуют и карбоновые, и пермские угли. Во время Пермского периода к и без того уже огромной Пангеи пристыковались северокитайский, южнокитайский и индокитайский блоки. А для нас с вами важнее всего то, что именно тогда с Пангеей соединился сибирский континент. Нет, не Сибирь, а именно сибирский с большой буквы континент, который в каменноугольном периоде был еще отдельным, самостоятельным. Стыковался сибирский континент с Пангеей в районе Восточной Европы, заодно подхватив еще один небольшой континент – Казахстанию.
Нет, никаких намеков ни на какую современную геополитику, хотя, соглашусь, звучит двусмысленно. Сибирь, соединившись с Казахстаном, присоединилась к Восточной Европе. Такой вот он, скромный геологический юморок. Стык континента Сибирь с Пангеей отлично известен всем и каждому. Это Уральские горы. Соответственно, и годиков им немало. Они образовались и формировались 320-250 миллионов лет тому назад. На этом позволю себе и завершить сегодняшнюю передачу. Рассказ о пермском периоде и о том, как выглядит углефикация торфа, как появилась и что означает с научной точки зрения цепочка торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит, в продолжении темы.